Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Бусти. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Итак, друзья, чем навеяно это видео? Я гулял по улице, проходил и увидел большой плакат, где было написано, что электромобиль окупается буквально за 3 года. То есть, если вы решите в бизнес себе купить электромобиль, он окупается за 3 года. Ну, как инженер, я не мог пройти мимо этого, и мне стало интересно, а так ли это на самом деле? Сегодня мы разберем этот, наверное, самый, пожалуй, горячий вопрос современности, за сколько реально окупается электромобиль и окупается ли он вообще. Маркетологи обещают нам бесплатную езду и вечный двигатель, а скептики постоянно кричат о неминуемой банкротстве из-за этих электромобилей. Я не верю ни тем, ни другим. Я верю только цифрам, физике и суровому металлу. Давайте заглянем под красивую обертку. Готовы? Тогда мы переходим к параметру, который старательно обходят стороной все дилеры. Металлургии мы считаем только мы не считаем только стоимость постройки печи. Мы считаем износ огнеупорного кирпича, расход газа и различные простои. В автопроме это называется ТСО – совокупная стоимость владения. Это не красивый ценник в салоне, это амортизация, страховка, кредиты, налоги, энергия и ремонт. Если смотреть только на прайс, электрокар проигрывает просто сразу. Чтобы найти истину, нам нужно разобрать машину на атомы и просчитать каждый этап ее жизни. И главное, гиря на весах этой экономики находится прямо у нас под ногами. Батарея. Ну, конечно. Это от 35 до 40% стоимости всей машины. По сути, вы покупаете огромный химический источник тока, к которому в подарок прикрутили колеса и руль. Именно этот массивный блок лития, кобальта и никеля делает электрокар на 20-30% дороже бензинового аналога, еще до того, как вы выехали на ней из салона. Разрыв огромен. Кажется, что подбить такую переплату невозможно вообще в принципе, да? Но тут в игру вступает фактор, который ломает всю рыночную математику. Этот фактор субсидии. Вливание государственных денег создает мощный мираж окупаемости. В разных странах мира покупателям раздают огромные скидки, льготные кредиты и отменяют налоги, искусственно снижая стартовый барьер покупки. Но помните, законы экономики неумолимы. И если где-то прибыло, значит кто-то за это заплатил. Допустим, мы воспользовались системой и купили машину со скидкой. И вот тут начинается то самое, в скобках, дешевое использование, ради которого все это и затевалось. Утопия домашней розетки. Если у вас есть свой дом и ночной тариф, это финансовая магия в чистом виде. Электричество обходится в разы дешевле бензина. Потратить сущие копейки на километр пробега – это вполне себе реальность. При таких условиях переплата за машину сгорает за пару-тройку лет интенсивной езды. Ваша розетка превращается в личную, невероятно дешевую нефтяную вышку. Но эта идиллия мгновенно рушится, как только вы выезжаете на трассу. Публичные быстрые зарядки – это тяжелая артиллерия инфраструктуры, и она стоит дорого. Заряжаясь на станциях постоянного тока, вы платите тариф, который делает километр пробега сопоставимым по цене с прожорливым бензиновым внедорожником. Вся финансовая выгода испаряется у вас прямо на глазах. Вы не просто платите за энергию, вы оплачиваете дорогостоящее оборудование, мощнейшие кабели охлаждения. Если вы думаете, что тарифы – это главная беда на трассе, то, прошу вас, взгляните на градусник. Зима. Физика не прощает холода. При минусовых температурах запас хода падает на треть, а иногда и больше. Химические процессы в ячейках замедляются, а электрическая печка высасывает вашу энергию с безжалостной скоростью. Для вашего кошелька это означает больше циклов зарядки и дополнительные траты на каждую 1000 километров.
Батарея работает на износ. Ну, давайте будем все-таки честными. Если батарея страдает, то в другом узле автомобиля нас ждет настоящий инженерный триумф. Электромотор – это шедевр технической эволюции. Всего пара десятков подвижных деталей против тысяч в двигателе внутреннего сгорания. Нет масла, нет свечей, нет ремней ГРМ, выхлопных систем и катализаторов. Регламентное ТО обходится в 2 раза дешевле. Автомобиль почти не требует сервисного вмешательства в силовую установку. Ну вот кажется, что идеально. Почти. Потому что гигантский крутящий момент этого мотора начинает убивать то, что связывает машину с дорогой. А это резина. Электромобиль тяжелее бензинового собрата в среднем на 300-500 кг. Добавьте сюда мгновенную отдачу мощности с нулевых оборотов. Каков результат? Шины стираются на 20-30% быстрее. А учитывая, что резина нужна усиленная и тихая, комплект обойдется вам заметно дороже. То, что вы сэкономили на замене масла, вы с лихвой отдадите в шиномонтаже. Впрочем, эта колоссальная масса машины позволяет творить настоящие чудеса при торможении. Рекуперация. Вы слышали такое слово? Это замедление магнитным полем. Кинетическая энергия тяжелой машины не переходит в бесполезный нагрев колодок. Она возвращается обратно в батарею электричеством. Благодаря этому механические тормоза служат в несколько раз дольше. Тормозные колодки могут прожить свыше 100 тысяч километров. Это блестящая оптимизация затрат. Но что произойдет, если тормоза не спасут и случится, пусть даже легкое ДТП? Тут вас ждет настоящий шок. Кузов электрокара сегодня часто делают огромным монолитным изделием. Это удешевляет сборку на заводе, но делает ремонт после аварии просто катастрофой, а в некоторых случаях и вообще не ремонтопригодным. То, что на обычной машине вытягивается, красится за пару дней, здесь требует сложнейших процедур или списания автомобиля в утиль. Стоимость кузовного ремонта электромобиля в среднем почти на треть выше из-за сложной архитектуры. И эти риски никто не берет на себя бесплатно. Также стоит коснуться, что страховщики не любят непредсказуемость. Риск повредить дорогую батарею или невосстановимый кузовной ремонт заставляет их задирать тарифы на такие машины. В среднем полисный электрокар обходится ощутимо дороже бензинового аналога. Эта ежегодная переплата способна полностью сожрать всю вашу экономию на электричестве и техническом обслуживании. Но даже эти страховые счета покажутся мелочью, если мы посмотрим на то, как стремительно тает ваш капитал с годами. Амортизационная пропасть – это самая страшная тайна электромобилей. На вторичном рынке они теряют стоимость гораздо быстрее классических машин с двигателем внутреннего сгорания. Это настоящая финансовая ловушка. Вы экономите топливный бюджет, но теряете колоссальные суммы на удешевление самого актива, конкретно вашего автомобиля. Почему вторичный рынок так боится этих высокотехнологичных машин? Исключительно из-за страха перед неизбежным старением главного органа. Смерть батареи, сразу скажу, это миф. Реальность куда оптимистичнее. Деградация современных элементов составляет всего пару процентов в год. Батарея легко переживает рубеж в 8 и даже 10 лет, сохраняя отличную емкость, потому что статистика непреклонна. Полная замена батареи требуется в ничтожно малом проценте случаев, и чаще всего это происходит по гарантии производителя. Ресурс огромен, но если гарантия закончится, а вы попали в этот несчастливый процент, то вам придется узнать суровую правду. Замена батареи за свой счет – это финансовый нокаут. Стоимость нового оригинального блока может шокировать. Однако инженерия не стоит на месте. Сейчас активно развивается ремонт на уровне модулей, то есть ваша батарея стоит из маленьких модулей. Вышедшую из строя ячейку меняют локально, что обходится в разы дешевле. Это спасение для старых электрокаров. Но слепая недооценка всех этих эксплуатационных рисков недавно привела к грандиозному провалу одной известной корпорации. Рок-компания Hertz. Прокатный гигант закупил 100 тысяч электромобилей, ожидая нулевой расход на ТО. А в итоге был вынужден с огромными убытками распродать треть автопарка.
Дорогущий кузовной ремонт, простой в ожидании запчастей, чудовищное падение цены на вторичке сломали их бизнес-модель. Они крупно просчитались. Значит ли это, что коммерческий транспорт на электротяге – это ошибка? Я думаю, что совершенно нет. И вот почему. Городская логистика, крупные курьерские службы переводят флоты на электричество и экономят миллионы. Секрет прост. Предсказуемые маршруты, зарядка на собственных базах по ночному тарифу и колоссальные пробеги. Чем больше машина едет, тем быстрее она окупается. Для них это безупречный инструмент чистой прибыли. Но пока корпорации экономят, кто-то другой несет невидимое бремя этого технологического перехода. А я говорю про скрытые социальные издержки. Каждый электрокар создает серьезную нагрузку на энергосети. Модернизация подстанций, укладка новых кабелей – за все это в конечном итоге платят обычные потребители через рост тарифов, а вернее мы с вами. Плюс недополученные налоги на топливо, из которых ремонтируют дороги. Реальная скрытая издержка колоссальная. Так стоит ли связываться с этой игрой обычному человеку? Давайте все-таки подведем финальный расчет. Реальный срок окупаемости, если вы заряжаетесь дома по ночному тарифу и проезжаете от 20 тысяч километров в год, машина окупится примерно за 3-4 года. Это холодный математический расчет. Но если вы живете в квартире, ездите мало и вынуждены пользоваться дорогими публичными терминалами для зарядки, ваша окупаемость может растянуться на 7, а то и 10 лет. Но, к сожалению, я бы хотел сказать по-другому, но чудес не бывает, есть только физика и экономика. Мой окончательный вердикт прост. Электромобиль не маркетинговая фикция, но и не магический генератор денег. Это высокотехнологичный инструмент. Если ваш профиль эксплуатации подходит, свой дом, стабильные маршруты, большие пробеги, это классная и гениальная инвестиция. Если же нет, это просто дорогая игрушка в ваших руках. Не поддавайтесь эмоциям. Считайте совокупную стоимость владения, думайте как технологи, и тогда ваши ожидания никогда не будут обмануты. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал и всем добра. Пока-пока.